В течение нескольких недель мировой музыкальный мир гудел от шепота, ожидания и хайпа. Тихие слухи, тонкие намеки, загадочная активность со стороны сотрудников и внезапные изменения во внутреннем расписании хайп. Фанаты чувствовали, что что-то грядет, но никто не мог предсказать масштаба откровения, которое потрясет индустрию и лишит Чонгука дара речи. В штаб-квартире хайп царила напряженная атмосфера. Руководители быстро перемещались по стеклянным коридорам. Усилилась охрана. Конфиденциальные документы передавались из рук в руки с серьезными выражениями лиц. Мир пока ничего не знал. И тут наступил момент, который все изменил. Предполагалось, что это будет обычный брифинг для прессы. По крайней мере, так думали все. Крупные телеканалы подключились по всему миру. Фанаты открыли прямые трансляции из всех часовых поясов, ожидая небольших новостей о расписании или партнерстве с брендами. Но тон изменился в ту же секунду, как представитель хайп вышел на сцену, держа запечатанный черный конверт. Нечто, что хайп использовала только для монументальных объявлений. Онлайн-чаты мгновенно взорвались. «Погоди, зачем черный конверт? Стоп, это выглядит серьезно. Если это Тэхёна, я буду кричать». Чонгук, наблюдавший из частной комнаты в здании хайп, подался вперед на стуле. Ему сказали, что будут важные новости, но даже он не знал деталей. Его сердце начало биться быстрее. Представитель прочистил горло. «Сегодня мы имеем честь объявить о важном событии, касающемся Ким Тэхёна». Глаза Чонгука расширились. В комнате воцарилась тишина. Фанаты по всему миру почти не дышали. Представитель продолжил ровным голосом и с нечитаемым выражением лица. С большой гордостью мы объявляем об эксклюзивном глобальном творческом партнерстве Тэхёна и создании независимого подразделения в рамках хайп, что дает ему полную творческую автономию и международные полномочия в области производства. Прямая трансляция зависла на секунду. Не из-за технической ошибки, а из-за того, что миллионы зрителей сидели ошеломленные, пальцы замерли над экранами, не способные отреагировать. Чонгук медленно моргнул, осмысливая полный творческий контроль, независимое подразделение, глобальное партнерство. Это был не просто сольный проект, это была революция. В сознании Чонгука стук его сердца отдавался в ушах. Тэхён всегда мечтал дерзко. Он много ночей говорил о том, чтобы попробовать новые артистические направления, исследовать визуальные фильмы, джаз, альтернативные жанры, классическую инструментальную музыку, глобальное сотрудничество. Но Чонгук никогда не ожидал, что хайп предоставит Тэхёну такую беспрецедентную власть. Только самые легендарные артисты в мире получали такой уровень полномочий. Тэхён. «Он сделал это», – прошептал Чонгук про себя. Смесь гордости, шока и благоговения захлестнула его. Его рука слегка дрожала. Он не мог твердо держать стакан воды. Он не был завистью. Это было потрясение и глубоко волнование. Тут завибрировал его телефон. Сообщение от Тэхёна. «Я сказал тебе слишком поздно». «Да». Чонгук уставился на экран с отвисшей челюстью, прежде чем разразиться задыхающимся смехом, полным как неверия, так и счастья. Задолго до того, как мир узнал, до того, как камеры запечатлели его эмоции и до того, как миллионы людей начали ежедневно скандировать его имя, Тэхён уже начал прокладывать молчаливый путь, который в итоге должен был переписать правила индустрии. Его смелое заявление не родилось в одну ночь. Это был результат тихих мечтаний, секретных встреч и видения настолько смелого, что даже самые близкие были в благоговении. В течение месяцев, пока фанаты думали, что Тэхён просто отдыхает, путешествует, рисует, посещает джаз-бары, посещает галереи, он фактически создавал план чего-то гораздо большего – личной артистической империи. Знали лишь несколько человек. Даже участники, включая Чонгука, лишь догадывались об этом по частям. Ночные сообщения о мелодиях, внезапный глубокий интерес Тэхёна к кинематографу, то, как Тэхён молча смотрел на городские огни, словно это были истории, которые мог слышать только он. Невидимая подготовка. Тэхён всегда был больше, чем просто айдол. Он был художником,
мечтателем, который жил в слоях звука и цвета. Но впервые он хотел получить пространство, где его воображение не было бы отфильтровано, урезано или вписано в заранее разработанные паттерны. И он работал в тишине. Частные джазовые сессии в скрытых студиях в Париже, секретные киномастерские в Токио, встречи с глобальными креативными директорами в Нью-Йорке, разговоры с классическими композиторами и соул-певцами. Фанаты видели фотографии. Они видели красивого человека, который путешествует, улыбается, живет свободно. Они не видели блокнотов, которые он заполнял, аудиофайлов, которые он тихо записывал в гостевых номерах, ночей, когда он не спал до рассвета, в наушниках записывая и переписывая мелодии, которые звучали как шепот из другой универсали. Ему не нужна была команда, ему нужен был мир, его мир. Реакция хайп. Сначала руководители хайп были ошеломлены. Ни один айдол никогда не обращался к ним с таким полностью сформированным видением. Это была не просьба, а предложение, детальное, стратегическое, художественное и бесстрашное. Тэхён не сказал «я хочу попробовать это». Он сказал «вот куда я иду. Я надеюсь, вы пойдете со мной». Не аррогантность, а уверенность. Они увидели в его глазах будущее. Они знали, если они не поддержат его, то это сделает кто-то другой. Поэтому они сделали того, чего никто не ожидал. Они дали ему ключи. Новое подразделение, творческая свобода, глобальные полномочия. Они не просто поддерживали его, они доверяли ему. Замешательство и восхищение Чонгука. В течение этих месяцев Чонгук замечал перемены. Иногда он заходил в студию и находил Тэхёна сидящим в одиночестве в темноте, в наушниках, смотрящим в никуда, но погруженный куда-то очень глубоко. Иногда Тэхён отменял игровые вечера, тихо говоря «В следующий раз, Куки, я планирую что-то большое». Чонгук не настаивал, но любопытство его грызло. Он знал, что Тэхён в последнее время изменился, сосредоточенный, отстраненный, не эмоционально, а ментально, словно его мысли жили в недосягаемой галактике. Однажды ночью Чонгук мельком увидел, как Тэхён что-то записывал в кожаный блокнот. Когда Чонгук вошел, прежде чем Чонгук мог что-либо прочитать, Тэхён кожано его прикрыл и улыбнулся той мягкой загадочной улыбкой, которая появлялась у него, когда он оберегал мечту. «Скоро увидишь», — Чонгук сказал ему. Чонгук кивнул, доверяя ему даже без понимания. В этом был